Смотрите сюда очень внимательно. Во-первых, потребуйте у своего дизайнера-проектировщика, затем поставьте ее к одной стене, а затем вот так вот доведите до другой. Эти стены гарантированно потрескаются, а потом у вас не встанет ни ванна, ни раковина, ни унитаз, который будет вот тут. Переделки на этом этапе будут стоить просто колоссальных денег. Давайте этим и займемся. Хуй ждать-то. Привет, друзья! Сегодня я покажу, как проверить стены. То есть, как принять их у исполнителей и найти все косяки. У меня в компании этим занимается специальный отдел контроля качества, который вот так вот ездит по всем объектам и проверяет каждый этап. И сегодня я просто покажу, как этот отдел работает. Но когда вы будете заказывать ремонт в сторонней компании, там такого отдела, скорее всего, не будет. И проверять качество придется именно вам. И чем раньше вы это сделаете, тем меньше вам потом придется переделать. И начнем как раз с того, насколько стены соответствуют проекту. Во-первых, найдите в проекте лист, который, как правило, называется «Схема монтажа перегородок», и на котором указаны только самые важные ключевые размеры. Теперь меряем. Берем проект и позиционируемся. Вот она, входная дверь, а вот оно, это помещение. И ширина его должна быть 1,20 м. А теперь смотрите, там ровно 1,20 м. Дальше, вот из этой прихожей, которая находится за моей спиной, мы попадаем вот в это помещение, в котором вы сейчас находитесь, ширина которого должна быть 1950. Если внимательно посмотрите, вы увидите там 1,95 м, то есть 1950 миллиметров. Видно? Надеюсь, что да. Дальше. Не уходя далеко из этой прихожей, смотрите внимательно. Вы находите вот этот вот участок стены от застройщика. Вот он. Затем видите вот эти вот красные пунктиры, которые обозначают, что вот эти две стены должны находиться в одной плоскости. И проверяете, что вот эта и эта стена находятся в одной плоскости. Можете сделать это на глазок. Можете поставить вот сюда правило и вот таким вот образом до него померить. Отсюда и вот отсюда. В целом, мы и так, я думаю, с вами отлично визуально видим, что эти две стены находятся в одной плоскости, поэтому этот этап проверки можно считать завершенным. Дальше, вот в этом вот, я бы сказал, самом большом помещении этой квартиры очень хочется начать чего-то мерить и что-то проверять, начинать измерять вот этот участок, вот этот, вот здесь что-то проверять. Но нет, смотрите, на всю эту огромную кухню-гостиную всего лишь один размер 60 сантиметров. Только он имеет значение, все остальные размеры у нас получатся автоматически. Вот эта длина, то есть положение вот этой стенки получится после того, как мы убедились, что вот здесь 1,95 м. Дальше, положение вот этой стены задает вот эта вот отметка 1,20 м. И все, что нам нужно, только убедиться, что вот этот вот участок имеет глубину 60 сантиметров, потому что именно в этот участок будет вставать кухонный гарнитур. Проверяем, смотрим. Все как в аптеке, 60 сантиметров. И вот здесь вы, наверное, удивитесь и скажете: Алексей, как же так? Неужели вот здесь ничего нельзя мерить? Здесь же столько размеров, вот этот вот угол и так далее. Нет, ребят, смотрите, в правильном проекте все очень просто. Ширина ванны должна быть 1,70 м. Мы сейчас это с вами проверим. Дальше, ширина вот этого коридора должна быть ровно метр. Вот от той ванны, которая должна быть 1,70 м. А дальше вот здесь вот сколько останется, не имеет никакого значения. Главное, чтобы вот сюда идеально встала ванна, а также, чтобы коридор был не меньше метра, чтобы нормально можно было обрамить вот эти вот проемы. И вот именно так и выглядит правильный проект. В нем всего десяток размеров, которые нужно соблюсти, и никаких ошибок. Нормальный проект их полностью исключает. Пошли ванну мерить. Итак, берем рулетку, доводим до стены, а затем меряем. Вы сюда заходите, чего вы там стоите? Доводим до стены. Таким же образом, видите, 1,70 м с половиной. Полсантиметра это погрешность, потому что вот эта стенка от застройщика, где-то может быть 1,70 м у нее выступ, где-то 1,70 с половиной, где у нее впадинка. Но в целом вот этот вот участок имеет длину 1,70 м, и поэтому вот сюда вот идеально, без всяких проблем, встанет ванна. Ну а теперь, после того, как мы убедились, что вот этот размер корректный, все, что нам нужно, это проверить ширину коридора. Представляем сюда рулетку, доводим вот до сюда ровно 1 метр. И все. Это значит, что вот здесь корректно встанет ванна. Это значит, что вот эти отбортовки корректные, сюда нормально встанет межкомнатная дверь. А какой глубины вот это помещение или какой глубины вот это помещение не имеет никакого значения. А теперь еще раз объясню, что будет, если дизайнер-проектировщик укажет все размеры и не скажет, какой важный. Ваши мастера возьмут за основу вон ту стену от застройщика, померяют от какого-нибудь выступающего участка, отложат вот этот размер, захреначат вот эту стенку, она окажется где-нибудь вот тут. Потом от нее отложат метр туда, а потом у вас не встанет ни ванна, которая будет
вот тут, ни раковина, которая будет вот тут, ни унитаз, который будет вот тут. И все это придется либо переделать, либо вот так вот сидеть в ванной, потому что она оказалась 1,50 м. Проверяем дальше. Вот за этой вот стеной находится ванная комната, в которой мы были только что. Вот это вот душевая. И вот этот размер душевой критично важен. Положение вот этой вот стены задано тем, что она должна быть в плоскости с той стеной, которая около входной двери. Дальше. Вот здесь вот будет душевая кабина, у которой вполне фиксированный размер. И если ее сделать меньше, то мыться придется снова вот так. Вот здесь будет раковина, у которой заводской размер, чтобы заказчик не переплачивал за заказную раковину. И, следовательно, вот здесь должно быть ровно, внимание на размер, смотрите, здесь должно быть ровно 1,75 м для того, чтобы разместить душевой подиум и 80-й участок для установки 70-й раковины, которая после облицовки плитки будет вставать с небольшими зазорами, чтобы стены слева и справа можно было помыть. Теперь берем рулетку и также меряем. Берем и смотрим. Ровно 1,75 м. Поверьте на слово. Ну, хотите, загляните. Вот. Видно? 1,75 м. Ну и, собственно, все. Единственное, что нам осталось померить, это вот этот размер. Пойдем туда. Итак, проверяем вот этот размер. Мы сейчас находимся вот в этой спальне. Вот здесь будет гардеробная с раздвижными створками. И чтобы вот сюда корректно встала зона хранения для одежды, чтобы к ней можно было подойти, нам здесь нужно минимум 1,15 м. Берем рулетку, вытягиваем и проверяем. Смотрите, ровно 1,15 м. А это значит, что проект, как принято говорить у нас в отделе контроля качества, сбылся. А следовательно, пора переходить к качеству возведения стен. Давайте этим и займемся. А вот сейчас особое внимание. Все, что я буду рассказывать дальше, я буду рассказывать уже по готовым стенам, которые возведены под потолок. Потому что я могу себе это позволить. Приехать в конце, когда все стены уже возведены, померить рулеточкой, показать, какие здесь идеальные размеры, а затем повыпендриваться о том, какие ровные стены. Но все это только потому, что у меня работают супер мастера, которые стоят очень дорого и работают очень качественно, потому что знают, что любые косяки они будут переделывать за свой счет. А вот у вас таких мастеров нет, поэтому вам придется приезжать на объект целых 3 раза. И первый раз вы приезжаете на объект, когда мастера возвели только первый ряд. Договоритесь об этом заранее, скажите: ребят, вы поставите первый ряд, потом я приеду и все проверю. И именно на этом этапе вы проводите те самые манипуляции с рулеткой, которые я показывал до этого. Потому что очень глупо, рисково и самонадеянно делать это, когда стены уже до потолка. Потому что переделки на этом этапе, если вы обнаружите несоответствие размеров, будут стоить просто колоссальных денег. И, скорее всего, когда вы поймете, сколько это стоит, вы просто решите от этого отказаться и сделать себе вот такую вот раковину. Или просто мыться вот в такой вот ванной, или мириться с розетками, которые находятся за тумбочкой. Вы вряд ли будете это переделывать. И также именно на этом этапе, когда готов только первый ряд, вы с помощью угольника проверяете те углы, в которые будет вставать кухня, заказная мебель, ванна, раковина и так далее. Ну и самое главное, именно на этапе возведения первого ряда вы проверяете, на какое основание мастера его поставили. Запомните, ни в коем случае нельзя ставить первый ряд, да и всю стену на стяжку от застройщика, потому что эта стяжка гарантированно даст усадку, и эти стены гарантированно потрескаются. И поэтому запомните, первый ряд можно ставить только на бетонное основание, то есть стяжку нужно счистить просто до нуля. Либо, если вы решили оставить стяжку, в ней нужно сделать штробы, выбить до самого основания и поставить первый ряд опять на это основание. Ну, либо, если оно очень неровное, на подушку из цементно-песчаной смеси. И вот здесь у многих, я думаю, может возникнуть вопрос: Алексей, а почему на стяжку из цементно-песчаной смеси стены ставить нельзя, а на подушку из цементно-песчаной смеси стены ставить можно? Объясняю. Во-первых, цементно-песчаная смесь имеет гораздо меньшую толщину. Во-вторых, под цементно-песчаной смесью, которая образует собой вот эту подушечку под первый ряд, нет того самого наполнителя, который есть в стяжке, и который может дать усадку. Но, естественно, под этим тоненьким слоем цементно-песчаной смеси нет того самого слоя шумогидроизоляции, который мягкий, амортизирующий, дает ту самую усадку, из-за которого стены трескаются. Но и самое главное, когда вы берете цементно-песчаную смесь из мешка с вполне понятным качеством, вы знаете ее состав и вы знаете ее прочность. А вот
Стяжка от застройщика, вы сами знаете, из чего ее делают, кто ее делает и какое у нее качество. Но и вдогонку объясню сразу две вещи. Во-первых, если вы уложите первый ряд на стяжку и она потрескается, то трещины будут не только на стенах. Трещины будут еще и вот здесь. Стяжка просто разрушится. И когда вы будете ходить вдоль этих стен, вы будете слышать, как под кварц-винилом эта стяжка вот так вот хрустает. Ну и во-вторых, если вы положите первый ряд на неровное основание, вот это вот достаточно ровное, а если оно вот все вот такое, то блоки лягут тоже вот так, а затем с помощью тонкого слоя клея, о котором я буду рассказывать на следующих этапах, вы не сможете выровнять этот ряд, и у вас все блоки до самого верха пойдут вот так вот. И зазоры между ними будут неровные. У этой кладки будет очень плохая прочность и очень плохая звукоизоляция. Поэтому резюмируем. Первый ряд нужно укладывать либо на ровное основание, либо на подушечку из ЦПС, цементно-песчаной смеси. При этом нужно добиваться, чтобы она была практически горизонтальная, и, следовательно, первый ряд тоже должен быть практически горизонтальным. Кроме этого, у него должна быть неплохая вертикальность, то есть представьте уровень и проверьте. А главное, на этом этапе проверьте соответствие проектным размерам, потому что если отловить все это на данном этапе, то переделки будут стоить очень-очень дешево. Теперь идите сюда. Еще одна очень важная вещь, которую вы также будете проверять на этапе формирования первого ряда. Это толщина всех перегородок по всей квартире и газобетон, из которого эти перегородки обычно возводятся. Бывает 50-й, 100-й, 150-й и еще какой-то экстремальный, 250-й, 300-й и так далее. И вы меня постоянно спрашиваете: Алексей, а какой же идеальной толщины должны быть перегородки по всей квартире, чтобы мы могли проверить своего дизайнера или проектировщика? Запомните, какой-то универсальной цифры не существует. Это будет моя указка. Смотрите, основная толщина перегородок по всей квартире – это 100 мм. Таких перегородок большинство. Это вот такой вот толщины газобетон. Он обладает достаточной звукоизоляцией, чтобы поставить его, например, между жилым помещением и коридором, либо между санузлом и коридором. И сразу объясню, почему так. Потому что у этого газобетона со штукатуркой и обоями заведомо большая звукоизоляция, чем у двери, которая будет гарантированно находиться в одной из таких стен. Это значит, что если вы вот здесь вот сделаете более толстую стену, но поставите в нее дверь, то весь звук будет проходить через дверь, и утолщать как-то эту стену и скрадывать у себя полезную площадь никакого смысла. Дальше. Толщина стен между жилыми помещениями должна составлять 150 мм. Вот она, эта цифра. Это вот такой вот газобетон. Он обладает уже гораздо большей звукоизоляцией. Еще раз повторюсь, его полностью можно обесмыслить, если сделать 150-ю стену и захреначить в нее дверной проем. Поэтому, если есть дверь, ставьте 100-ку. Если двери нет, но нужна звукоизоляция, достаточно 150. Больше не нужно, потому что когда вы наштукатурите его с обеих сторон, будет почти 200. Это уже хорошая такая звукоизоляция. Дальше. 50-й блок ни в коем случае не применяется для формирования коробов. Вот смотрите. Глядя вот на эти вот участки, можно подумать, что они выполнены из 50-го газоблока. Но нет, это гипсокартон на каркасе. Этот 50-й блок применяется вот для таких участков. Пойдемте, я вам их покажу. Заходите сюда, вставайте здесь, будет лучше видно. Вот смотрите, вот он, несущий участок, который штробить нельзя. Вот он, выступающий участок стены. Вот здесь в нем можно проштробиться, проложить в соседнюю душевую и канализацию, и трубы водоснабжения. А вот сюда, к ванне, провести ни канализацию, ни водоснабжение нельзя, потому что несущую стену, особенно горизонтальными штробами, резать категорически нельзя. И вот он как раз тот самый случай, когда мы берем 50-й газоблок и вот таким вот образом его приклеиваем. И сразу же еще один пример. Вот это несущий участок. Его толщина 250 мм. Вот здесь вот газобетон экстремальной толщины. Для квартир это действительно экстремальная толщина. Она составляет 350 мм. Мы его установили таким образом, чтобы от несущего участка и с той стороны, и с этой он вытарчивался на 50 мм. Вот здесь я мастеров специально попросил не докладывать вот такой вот участок, для того, чтобы показать вам, как это работает. 50-й газобетон мы используем для того, чтобы нарастить несущий участок, чтобы ни в коем случае его не штробить. Но это еще не все, теперь идите сюда, только аккуратно. Смотрите, вот здесь стояки, вот здесь будет 50-й короб, то есть короб 50-й толщины. В нем будет люк, за которым будет узел приема воды, в нем будет инсталляция. И вот эту 50-ю толщину из вот такого газобетона делать ни в коем случае нельзя. Это очень хрупкий материал. Как только вы вставите в него люк и закрепите, а потом дадите нагрузку, этот люк деформируется. Вот это вот можно делать
только из гипсокартона на каркасе и ни в коем случае не из 50-го газобетона. По сути, это не кладочный материал, это заполняющий материал. Ну, на крайняк, в крайних случаях из него можно делать экран ванны. Но точно не вот такие вот короба, особенно в которые нужно встраивать люки, млюки и другие уки. А теперь берем и все это резюмируем. Смотрите сюда еще раз очень внимательно. Итак, 100-й газобетон мы применяем для большинства перегородок внутри квартиры, особенно для тех, в которых есть какие-либо проемы. 150-й мы применяем для того, чтобы разделить жилые помещения между собой и получить нормальную звукоизоляцию. 50-й газобетон мы применяем в качестве заполняющего материала, чтобы не штробить несущие стены. Ну и 300-й и 350-й, так называемые экстремальные газобетоны, мы используем для того, чтобы продлить несущие участки и сохранить их толщину после того, как мы нарастили их с помощью того самого 50-го газобетона. И очень важно, проверяете вы все это, еще раз повторюсь, на том этапе, когда мастера только-только положили самый первый ряд. Теперь второй этап проверки, и этот этап вы будете производить прямо в процессе возведения кладки. И сразу супер лайфхак. Если вы очень ленивый, но очень умный заказчик, вы спокойно сможете организовать эту проверку онлайн, потому что на этом этапе вам достаточно просто видеть, что происходит на объекте. И на этом этапе вы в первую очередь проверяете обвязку кладки, то есть смещение блоков относительно друг друга. Каждый следующий ряд должен быть смещен относительно предыдущего не менее чем на 1/3 длины блока. Как правило, эта длина составляет 60 сантиметров, соответственно, смещение должно быть не менее 20 сантиметров. Дальше. Также именно на этом этапе вы проверяете обвязку пересечений. То есть стены должны быть собраны таким образом, чтобы вы видели то торец вот этой вот стены, то плоскость этой, то опять торец, то плоскость этой стены и так далее. Это должно касаться абсолютно всех углов. И если не сделать вот эту обвязку и вот эту обвязку, то стены у вас гарантированно потрескаются. Но есть и исключения. И вот как раз такой случай с таким исключением. Вот это вот 50-й газобетон, за ним несущий участок, а вот это вот тот самый экстремальный 300-й газобетон. Еще раз показываю в проекте. Несущий участок, накладка из 50-го газобетона и толстый 300-й газобетон, который эту толщину компенсирует. И обвязывать вот этот и вот этот участок нет никакого смысла, а главное, нет никакой возможности, потому что толстый 300-й газобетон имеет высоту 200 мм, а 50-й высоту 250 мм, и обвязать их, как видите, совершенно невозможно, потому что ряды просто не совпадают. В этом случае мастера должны взять вот такую вот сеточку, проложить ее и с помощью клея для газобетона, внимание, именно клея, который обладает адгезией к газобетону, а ни в коем случае не за счет какого-нибудь цементно-песчаного раствора, сделать вот такое вот армирование. Посмотрите поближе. Вот именно так это должно быть. Эта сетка должна быть буквально вмазана в газобетон. На самом деле вмазать ее туда вглубь не получится, но ее нужно достаточно плотно прижать к газобетону и насквозь промазать, пропитать специальным клеем для блоков, чтобы он впитался в структуру этих самых блоков и очень прочно этот шов обвязал. А иначе трещин не избежать. Дальше. Это еще не все. На этом же этапе, пока мастера все это выстраивают, именно пока выстраивают, а не после, потому что, как видите, уже ни хрена не видно, вы должны проверить, что мастера обвязали эту кладку с несущим участком с помощью подвесов. Внимание, не жестких уголков, а именно подвесов, и прикрепили их на каждом третьем ряду. То есть мастера должны присверлить подвесы к несущей конструкции, а затем с помощью длинных саморезов по дереву прикрутить их непосредственно к самому газобетону. И это они должны сделать, повторюсь, каждый третий ряд. И еще один момент. Очень часто и заказчики, и мастера спрашивают, нужно ли укладывать армирующую сетку в швы между блоками. Сразу скажу, металлическую ни в коем случае, потому что не получится нужная толщина швов. О ней скажу чуть позже. Дальше. Что касается пластиковой сетки. Скажу так, по стандартам Земспро она не является обязательной, она является желательной. То есть в большинстве случаев мы, как видите, стараемся ее укладывать, но все-таки, если мастер, который отвечает за качество этих стен, считает, что она не нужна, мы не требуем от него укладывать
закладывать эту сетку. Потому что, как показала практика, если стенам суждено потрескаться, они потрескаются и с сеткой. А если их сделать правильно, то эта сетка ничего не дает, потому что они и так не трескаются. Дальше, на этом же, на втором этапе, то есть в процессе возведения, вы проверяете толщину швов между блоками. Вам как можно раньше нужно выяснить, правильную ли толщину швов задают мастера. И если неправильно, лучше купировать это на первых 3 рядах, чем понять это, когда они уже закладывают последний ряд. И для клея пены толщина этих швов должна составлять 1, 2, максимум 3 мм, а для специального клея для блоков от 2 до 5 мм. Если блоки очень кривые, с очень плохой геометрией, допускается до 1 см, но такие блоки лучше не использовать. Отойдите чуть подальше и визуально оцените эту кладку. Вы видите, что она лежит на достаточно нормальном, более-менее ровном основании. Все швы достаточно ровные визуально, и их ширина составляет от 2 максимум до 5 мм. Именно так визуально и должна выглядеть кладка. Не надо мерить с микрометром и смотреть, чтобы какие-то шовчики не превышали 5 мм. Просто смотрите, чтобы ряды шли достаточно параллельно и чтобы они были, примерно такой толщины, 2-5 мм. Не надо здесь фанатствовать, но если вы видите, что какие-то швы сантиметр и они почти все такие, такую кладку 100% нужно заставлять переделывать. Ну и наконец-то наступает 3-й финальный этап проверки. Мафия заснула. Мастера достроили все стены, и вот вы приходите их проверять. И первое, на что вам нужно посмотреть, это толщина верхнего демпферного шва. Встаньте на стремяночку и посмотрите, какая у него ширина. Она должна составлять от 2, как видите, вот здесь 2, до 3-4 сантиметров, как вон там. Больше нельзя, меньше тоже. Почему нельзя меньше? Почему нельзя заколачивать блоки туда, прям в клин? Правильно. Потому что при малейшей деформации здания, при малейшем уменьшении расстояния между плитами, эта перегородка сделает так, и на ней будет трещина. Почему нельзя больше? Потому что она будет достаточно непрочной, а также вы не сможете закрепить багет натяжного потолка, потому что он просто попадет в пену. И вот только после того, как вы сделаете все, что я говорил на предыдущих этапах, можно приступать к вашему любимому процессу. Хвататься за правило, хвататься за уровень и проверять вертикальность стен и их плоскость. И начнем именно с проверки плоскости. И вообще на 2-метровое правило, с помощью которого и нужно все проверять на этом этапе, допуски составляют аж до 10 мм. То есть просвет от правила, которое вы представили, может составлять до 10 мм. Это очень много. Отойдите чуть подальше, я просто попредставляю его в случайных местах, и вы поймете, какими примерно должны быть просветы между правилом и стеной, если мастера сами возводят стены и сами же собираются их штукатурить. Любой мастер будет возводить примерно вот с такой точностью. То есть вы просветов практически не увидите. Любой нормальный мастер просто удавится, если между правилом и стеной будет просвет в 5-6 мм. Такой может быть только если у него шуруп где-нибудь вкручен, и он случайно к нему правило приставил. Поэтому запомните, допуски допусками, но стены должны быть примерно вот такой точности. А теперь покажу, как проверять вертикальность стен, то есть по уровню они или нет. И запомните, ни в коем случае нельзя брать пузырьковый уровень, представлять его вот так вот к газобетону и смотреть, а по уровню оно или нет. Этот уровень можно представлять только к 2-метровому правилу и только после этого представлять газобетону и смотреть, а по уровню оно или нет. И запомните очень простые цифры. Отклонение всей перегородки от вертикали может составлять не более 7 мм на всю длину, либо не более 5 мм на длину 2-метрового правила. Это обозначает, что если вы ставите правило, а затем добиваетесь того, чтобы пузырек находился по центру и между правилом и стеной более 5 мм, то переделывать ее не обязательно, но она возведена некачественно. В результате у вас будут очень толстые слои штукатурки. Вы заплатите за эту штукатурку много денег. Она будет долго сохнуть, а кроме этого она еще и сожрет достаточно много полезной площади. Поэтому поглядывайте за мастерами, и если отклонения вот такие вот большие, то уже задавайте себе вопросы, а хорошие ли это мастера. Но, повторюсь, переделывать не стоит. Затраты на толстый слой штукатурки гораздо меньше, чем повторное возведение тех же самых перегородок. И еще раз подчеркну, что все, что я говорю, касается только перегородок, которые мастера возводят за ваши деньги. И вообще никак не касается стен от застройщика, потому что там пузырек может быть очень далек от идеала, и застройщику на это абсолютно наплевать, как и на все остальное. Поэтому ни в коем случае не предъявляйте мастерам, почему вот эти стены неровные. Вот они-то как раз выравниваются с помощью вот таких здоровенных толстенных слоев штукатурки. А в нашем случае вообще с помощью заполняющих 50-х газобетонных блочков. И вот
После того, как вы все это проверили, остается самое последнее. Проверить корректность формирования дверных проемов. И у них всего два параметра – ширина и высота. И начнем с проверки ширины. И ширину проемов проверить очень просто. Для этого возьмите лист формирования проемов, посмотрите каждую ширину и померите ее с помощью рулетки. Например, ширина вот этого проема должна быть 900 мм. Просто возьмите рулетку и убедитесь, что она составляет 900 мм. Вон, смотрите, не на меня, на размер. И абсолютно также проверьте все остальные размеры. Это достаточно просто. Если здесь 700 и на рулетке 700, значит все хорошо. Если здесь 800, а там 900, значит что-то пошло не так. А теперь показываю супер лайфхак, как проверить высоту дверных проемов. И в интернетах бытует мнение, что без лазерного осипостроителя сделать это невозможно, потому что когда у вас нет стяжки, вы просто не можете знать, на каком уровне будет черновой пол, а ведь именно от него задается высота дверных проемов, которая, запомните, должна от чернового пола составлять 2 метра 7 сантиметров. Но на самом деле лайфхак существует. Ваши мастера, когда возводили вот эти вот перегородки, когда формировали вот эти высоты, уже давно сделали всю ту самую работу с лазерным осипостроителем. А если конкретно, что они сделали? Они уже выяснили уровень пола в общем коридоре, уже взяли его за основу, уже поставили лазерный осипостроитель и по всей квартире гарантированно пробили вот такие вот нулевые отметки. И поэтому все, что вам нужно, это просто найти одну из таких отметок, взять рулетку правильным образом и просто померить вот отсюда до этой черточки. Показываю, каким образом брать рулетку. Очень многие очень долго мучаются, пытаются сделать что-то вот такое. На самом деле все выглядит очень просто и изящно. Берете где-то на 90 сантиметрах, вытягиваете как можно больше. Вот так вот вытягиваете еще и легко и изящно приставляете рулетку вот сюда и вон туда, а затем смотрите. Если там 2,07, то значит у вас все хорошо. Ну и сразу расскажу, что будет, если между вот этой плоскостью и вот этой черточкой не 2 метра 7 сантиметров. Мастера зальют стяжку, и зальют они ее до нулевой отметки. Затем они сделают вам весь ремонт, поклеят обои, доведут до суперчистового этапа. А потом приедут дверщики, и двери у них просто не встанут. Либо они не влезут, и вам по чистому ремонту придется вот это вот долбить перфоратором, либо над дверьми будет вот такой вот участок, и вам придется либо вклеивать туда полоску обоев, либо заказывать очень дорогие нестандартные двери, которые на 30-40% выйдут дороже. Кроме этого, если проемы окажутся ниже, а как правило они оказываются все-таки ниже, а не выше, если у вас вот такие вот перемычки специальные из газобетона, то в них вы все-таки сможете хоть как-то плохо, худо, бедно, грязно, но вырезаться. А если у вас железные перемычки, которые сюда и сюда заходят, вы никак не сможете перенести их выше, не разобрав пол стены. Поэтому очень внимательно проверяйте все, что я сказал на этом этапе, а также очень внимательно проверяйте все, что я сказал на предыдущих этапах. И да пребудет с вами качественный ремонт с переделками, пусть с переделками, но хоть на самых ранних этапах. А с вами, как всегда, был Алексей Земсков. До новых встреч. До свидания. Маленький бонус. По стандартам Земспро допускается над проемом использование вот таких вот специальных газобетонных перемычек, а также металлической арматуры и металлических уголков. Так вот, если ваши мастера используют металлические уголки, то, во-первых, убедитесь, что они заглублены относительно краев проема минимум на 100 мм, а лучше на 150-200. А кроме этого, главное, убедитесь, что они прокрашены тщательно со всех сторон, включая торцы. Потому что если этого не сделать, то потом на обоях гарантированно будут следы ржавчины.